Привет! Сегодня у нас уравнение из Лондона. Да, действительно, там очень много приличной алгебры. Я однажды занимался со школьником, который учился в Англии, в Лондоне, в колледже и готовился к поступлению в Оксфорд по специальным учебникам на повышенном уровне. Много было всяких уравнений, алгебраических заданий и так далее. Но не поступил в Оксфорд, поступил в другой крупный университет. Вот герб Оксфорда, здесь по латыни написан девиз. Есть кто владеет латынью, вот я не владею, попробуйте его перевести, а я покажу, три способа решения этой задачки. Последний будет действительно устный, фактически за 3 секунды. Но все способы будут абсолютно законные, те, которые будут зачтены на этом экзамене. Ведь в Оксфорде есть письменная часть, где нужно записать решение. Нашел ты какой-то корень устно, но у тебя спросят потом на собеседовании, а вдруг еще уравнение имеет сколько-то корней, может, целых 5 и так далее. То есть нужно будет все доказывать и обосновывать. Вот книжку мне недавно привезли прямо из Лондона, ученик мой, вот она у меня в руках, толстюрозные ребята, с ума сойти. Они занимаются в основном, конечно, алгеброй, где-то даже на уровне, может, первого курса, там производные, интегралы и так далее. Все, что было когда-то в нашей замечательной советской школе, поэтому им разрешено пользоваться геогеброй, что интересно, там так и написано на втором форзаце, что используйте геогебру. Итак, давайте к нашей задаче, давайте поговорим. Если бы была сумма двух квадратных корней, мы бы возвели в квадрат обе части уравнения, это понятно. Даже если была сумма кубических, возвели бы в куб. А у нас один кубический, второй квадратный, что же делать? И вот такая интересная история, что нужно попробовать ввести замену переменной. Это будет способ 1 или метод 1. Я буду писать способ, хотя за рубежкой пишет метод. Способ 1. Итак, мы уже кое-что решали этим методом, поэтому кто постоянно на канале и смотрит алгебру, он знаком. Там мы принимали за У и В новые переменные. Но здесь я не буду пугать школьника и приму за А и Б, чтобы было более для него привычно. А и Б – это не константы, это новые переменные А и Б. Все, а теперь внимание, беру тонкий и говорю, возведу первое уравнение в куб, получу х минус 2 равно А в кубе. Возведу второе уравнение в квадрат и получу х плюс 1 равно b в квадрате. Тут исчезло то, что b должно быть больше либо равно нулю. Я отмечу, заодно отмечу, что x больше либо равно минус единице. Вот так. Что теперь можно с этим сделать? Вычесть из первого уравнения второе, избавиться от x, да получится минус 3 равно а куб минус b куб. Давайте по-человечески запишу. А куб минус b в квадрате равно минус 3. Понятно это? Вычитаю из первого уравнения второе. В левой части минус 3. В правой а куб минус b в квадрате. Записываю по-человечески. Но я должен не забыть, что у меня первый корень это а, второй b. Из исходного уравнения следует, что а плюс b равно 3. Ха-ха, так я это допишу. А плюс b равно 3 и получаю просто систему. Обычную нашу школьную систему. Двух уравнений с двумя неизвестными. Итак, я выражу b из второго уравнения и подставлю туда в первое уравнение. Что у меня получится? Перехожу на белый для контраста. У меня получается а куб минус b в квадрате, это 3 минус а в квадрате, слегка ускоряюсь, минус тройку перенесу в левую часть, плюс 3 равно нулю. А в кубе минус 9 плюс 6а минус а в квадрате плюс 3 равно нулю. А в кубе минус а в квадрате плюс 6а минус 6 равно нулю. Кубическое уравнение. Это с ума сойти, но оно такое, я бы сказал, сладкое, что решать его можно даже себе классику. Посмотрите. Если я это сгруппирую, то а в квадрате вынесется. Из первых скобок а минус 1 получится. А здесь что вынесется? Шестерка а минус 1. Снова нам везет. И я перехожу вот сюда, на свободное поле. Возьму нежно-зеленый, чтобы вы не ругались на меня, что не видно ничего. И вынесу а минус 1 и а в квадрате плюс 6 равно нулю. Первая и вторая скобки равны нулю, но вторая не равна нулю. Сумма шестерки и неотрицательного числа, значит, здесь
Ну, пустое множество решений. Мы речь ведем о действительных корнях. Никаких мнимых корней мы не рассматриваем на нашем канале, потому что в основном занимаемся абитуриентской практикой. Итак, здесь приравниваем нулю, получается а равно единице. Но это а мы нашли, а нам нужно x. Вот отсюда, скорее всего, мы найдем x. X минус 2 равно а в кубе и 1 в кубе. И с радостью жирным пишем, что x равен 3. И никаких других корней нет. Ответ 3, других нет. Доказано. Вот 3, x равно 3. Все. За это поставят хороший балл, хорошую отметку. Теперь способ 2. Способ 2, который я рассмотрю, он называется графический. Вообще говоря, в математике, в серьезной, в алгебре такого способа, в общем-то, как бы и нет. Это все там приближенно так, но способ сам по себе замечательный. Во-первых, в задачах с параметрами он работает железобетонно. Во-вторых, он позволяет обнаружить, как ведут себя компоненты уравнения, обнаружить корни, и потом доказать аналитически. Это обычно не так сложно, что есть еще корень, либо других корней нет и так далее. Ну, что для этого мы сделаем? Мы перенесем x плюс 1 в правую часть, корень из x плюс 1 в правую часть, и получается, что у нас в левой части вот такая функция, корень кубический из x минус 2, а в правой части функция 3 минус корень из x плюс 1. Нужно построить графики этих функций. Ну, первое понятно, она строится из корень кубический из x, который изучается в 10 или в 11 классе, и потом сдвигается на 2 единички вправо. А вот вторая как строится. Корень из x, потом корень из x плюс единица, там минус корень из x плюс единица, а потом еще плюс 3. Ну, вот сейчас и увидим, что у нас получится в конце концов. Итак, я уже построил графики этих функций, чтобы не занимать ваше внимание. Посмотрите, как симпатично у меня получилось. То, о чем я говорил, то у нас и сбылось. Вот снизу вот это и есть график функции y равно корень кубический из x минус 2. То есть корень кубический из x сдвинули на 2 единички вправо, вот в эту точку, в двоечку. Правильно? Правильно. А как построили еще раз y равно 3 минус корень из x плюс 1, я еще раз медленно расскажу для школьников, не обижайтесь, опытные зрители. Первое, мы строим корень из x. Верно? Верно. Потом корень из x плюс единица. Куда этот график идет, параллельно переносится? Влево на 1 единичку. А потом минус перед корнем ставится, перед знаком радикала. Он идет вот так, вниз отражается симметрично от оси ОХ. А затем плюс 3. Вверх на 3 единички перемещается. Вот попадает в эту точечку, и все то, что нам нужно, сделано. Это будет y равно 3 минус корень из x плюс единицы. Мы видим, что графики пересекаются в единственной точке. Абсцисса ее как раз и будет нашим корнем. Вот x равно 3 есть наш корень. Здорово, но есть одно но. Если мы так бросим, нам точно снимут баллы. Поэтому обязательно нужно объяснить, почему других корней нет. А вдруг там справа в районе 10 тысяч еще будет один корень, еще будет одно пересечение. Да, не будет. Ну, конечно, да это же математика. Поэтому здесь нужно объяснять, что первая функция у нас, первая, какой является? Возрастающей в области своего определения. То есть она возрастает на множестве всех действительных чисел, на r. А вторая какой является? Убывающей в области своего определения, то есть на множество минус 1 плюс бесконечность. Верно? Вот так. Все. И, следовательно, возрастающее и убывающее имеет не более одной общей точки пересечения графиков. Других просто нет. Это написано в теории учебника. Поэтому мы пишем просто, что ответ x равно 3, других нет. X равно 3, других корней нет. Других корней нет по доказанному. Но если мы это все так красиво доказали, то существует, конечно, и устный способ. Вот он, устный способ. Смотрите. Я, в общем-то, молодец, если я корень нашел или угадал. И говорю, x равно 3 корень. Это можно найти за пару секунд. За одну даже секунду.
корень из троечку подставили, тут единичка, тут двоечка, вместе 3, все. А дальше я рассуждаю совершенно по-детски. А если я начну увеличивать x, то коренное увеличится, и корень увеличится, и здесь подкоренное увеличится, корень увеличится, сумма увеличится, тройку я не получу. Если начну уменьшать, то же самое, подкоренные уменьшатся, корни уменьшатся, сумма уменьшится, все, других нет, других корней нет. Ну, конечно, чтобы записать все это, нужно сказать, что эта функция возрастает, это возрастает, и тогда сумма этих функций в области при x больших либо равных минус единице тоже является возрастающей функцией. А возрастающая функция каждое свое значение принимает ровно один раз, ну, в том числе и значение 3. Если, конечно, она его принимает. Можете не принимать. Но мы же сказали, что есть один корень. Все, других корней нет, задача решена. И вот такие задачи, уравнения очень полезны для тренировки. Очень сложные задачи, самые сложные, наверное, ЕГЭ, задачи с параметром. Вот я для вашего как бы интереса, тренировочки для сильных зрителей предлагаю, найдите при каких значениях параметра А уравнение, посмотрите, было x плюс 1, а я написал x плюс А. Второй графичек может двигаться туда-сюда. Имеет единственный положительный корень. Все, жду ваших ответов. Рад, что вы досмотрели до конца, что поставили лайк. Я вообще обожаю своих зрителей. У нас нет практически там одиозных личностей всяких. Ну, я с удовольствием читаю ваши комментарии. Жалко, что у нас мало подписчиков, жалко, что подписывается очень мало зрителей. По каким-то причинам не знаю, но будем надеяться на лучшее. Пока, с вами был Валерий Казаков.